So we are talking about Rage Auto 440 Express system. Теперь мы говорим дальше, продолжаем говорить о системе Rage Ultra и 440 экспрессе. And this is now the point. We've cleaned everything up. We've done some masking for primer. Now the 440 Express. Для того, чтобы показать, мы сейчас вот разделим, ремонтируем область пополам. So this is a completely new step in the process. Это абсолютно новый шаг в процессе ремонта. This is not replacing anything else, this is a new step. Это не тот продукт, который заменяет нам что-то другое, это именно абсолютно как новый продукт. So our next step in this here normally would be to go to primer. Обычно мы вот дальше начинаем наносить грунт. Okay? So we get everything ready for primer. Как бы все готово под грунт. У нас в том плане, что у нас элемент очищен, да, там, может, обезжирен, высушен, все протерто, оклеено, мы готовы наносить грунт. And then we apply the 440 Express just before painting. И теперь перед нанесением грунта, но тут речь идет не о не толстослойных грунтах, да, а скорее грунтах версии мокрым по мокрому. То есть, по сути, мы можем говорить об окраске мокрый по мокрому. Many people apply the 440 Express in the booth. То есть, по сути, у нас автомобиль загнан в камеру, все готово уже по краске, и в этот момент мы как раз перед применением мокряка берем... So what is 440 Express? Что такое, собственно, что за продукт? This is a single component high quality polyester resin. Это полиэфирные смолы высококачественные, однокомпонентные. And we add microspheres. И микросферы. Очень-очень So маленькие. you can see the white material in here. These are microspheres. Когда есть небольшое расслоение и беленький такой, это как раз вот микросферы наполнитель. So the resin hardens with the air. No hardener required. Без добавления твердителя. Then as we apply the product, which you'll see next to, we are going to break the spheres and they form a paste. И как бы имеет такую консистенцию тоже жиденькую в виде пасты. So it starts to form a paste. So you can probably feel the spheres in the product. As we rub the product on the product, this paste then finds all the little micro pinholes, straight line scratches, any imperfections, they will get filled by this application. По сути, эта штучка заполняет микропорки и какие-то, может, пропущенные риски, да, при подготовке, которые мы не воспринимаем глазом. Но как часто бывает, когда подшпатлевал что-нибудь, начинаешь наносить мокряк, нанес слой грунта и где-нибудь порка там или несколько маленьких, которые не знают. So for application, we take a clean sheet of paper or we have some applicator pads. We don't use microfiber or some dirty, okay? Just some clean product. And this is the amount I would say you start with. If you need more, you can add it to it afterwards, okay? Для нанесения данного материала используем чистую салфетку, не микрофибру, там, не грязную салфетку, либо могут быть какие-то поролоновые аппликаторы применяться. And as you can see, наносится по чуть-чуть, не надо сразу много наливать на салфетку, чуть-чуть. Капельку нанесли, размазали, еще капельку нанесли, размазали. И видите, просто нанесение очень простое. Получаем чистую поверхность. so you do the whole body filler and the feather edges, please. Okay? И проходите шпатлевку и зону рядом с шпатлевкой. So material which is too much, clean sheet of paper, take it away. Если слишком много материала на поверхности, берем чистой стороной салфетки лишнее снимаем. И если у нас на салфетке уже не остается, салфетка остается чистой, тогда мы, соответственно, закончим нанесение. So what we might see as we apply, you might see a little black dot, which will be the pinhole. То есть можете посмотреть, здесь вот есть рисочки, да, и черные точечки. Это как раз те поры, которые заполнил данный материал. If you see a big pinhole, then we may do a second application. Если вы видите прям большую дырочку, да,
тогда можно 2 раза пройтись. Why? Because we want the material to go right to the bottom of the pinhole, fill it up Чтобы completely. полностью заполнить пору. Yeah, so we don't have any air coming in. Что можем? Шпателем нельзя. Нет необходимости. История дорогая, я так понимаю. И расход So- достаточно важен. What we've done here is Минимально. Да. we have made sure that we don't have any micro pinholes or straight line scratches in our body filler before we paint. If we do not do this and we find the pinhole or the straight line scratch after we paint, it's too late. По сути, таким образом мы себя обезопасим от появления пропущенных каких-то пор и, может быть, пропущенные там направленные риски, не перебиты, да? Если мы не используем такой материал, то мы можем обнаружить это только после покраски. Это уже, соответственно, будет слишком поздно. We apply our primer and then we see the pinhole or the scratch, the straight line scratch. The temptation to fill the pinhole with primer. То есть, когда мы нанесли слой грунта и увидели порку или рисочку, соответственно, что мы можем сделать? Мы либо сушим до замана, либо пытаемся залить грунтом еще сверху побольше. Then the problem with that then is we have too much primer, Слишком много грунта, too much solvent очень много разбавителей trapped in the repair, and solvent entrapment и проникновение растворителей в нижние слои. is the cause of 90% of paint problems. И, соответственно, это является причиной 90% проблем при покраске. Mapping and all this comes from too much solvent in the Это ореолы, просадка, как раз к этому приводят большое количество. Нет. Уже поздно. So now we have made sure there's no pinholes, we've made sure there's no straight line scratches. Also, what we have on top, we have a very thin layer of polyester resin sitting on top of our repair. We have sealed this repair. По сути, мы получаем очень тоненький слой вот этой смолы сверху ремонтного участка. So when we apply our primer, Когда мы наносим грунт, what normally happens is the обычно, first coat of primer will get absorbed обычно into the substrate. первый слой грунта, он у нас подсасывается шпатлевкой, It's not drying. What's happening is the solvents are going into the substrate. и в том числе сольвенты, да, растворители, которые у нас содержатся в материале в грунте, они идут в шпатлевку, они впитываются шпатлевкой. If we then paint on top, we then trapping the solvent on inside. Если мы дальше We have too much грунт, solvent. With мы можем 440, we apply the primer sits on top of the repair. Solvent can evaporate, you don't have any solvent underneath. в данном случае мы получаем еще изоляцию ремонтного покрытия шпатлевкой. И сольвенты у нас не уходят в шпатлевку, они находятся сверху, и они нормально у нас испаряются. It makes the primer work much better. То есть, соответственно, у нас покрытие, именно слой грунта у нас получается гораздо лучше. So much so that body shops that use the Rage Ultra Express process save minimum 1 coat of primer on every repair. По сути, как говорит, речь идет о том, что при использовании экспресса 440 мы экономим как минимум 1 слой грунта. So if I'm normally applying 3 coats of primer, I only apply 2 coats of primer. То есть, слой грунта, если нам нужно там нанести обычно только 3 слоя грунта, в данном случае хватит 2. This is 1/3 of my grunter. This is 1/3 of my primer. If I do 2 coats instead of 3 coats, it's 1/3. So 1/3 is 33% of my entire primer in my body shop. Но опять же, если мы наносим 3 слоя грунта, мы наносим 2. Соответственно, мы 30% экономим. Ну, это И спорный времени, и самого вопрос материала. год. А вот, например, если мы делаем новую деталь,
и она имеет небольшое повреждение. Обычно это нужно подшпаклевать, но красить уже ММ это нельзя, потому что оно все равно проявит. Сейчас посмотри, что дальше. Да, то есть вот я спрашиваю, чтобы это озвучено было. Вот. здесь как раз Соответственно, можно ли на это наносить ММ-грунт, чтобы он не обводился потом? Вот об этом как раз и идет речь, что когда они говорят грунт, да, праймер, они имеют в виду тонкослойный. То есть я так понимаю, что речь идет о чем, что если мы в большинстве случаев, если даже они не мокрым по мокрому красят. Вот то они именно ММ перекрывают- вопрос, то что праймер это понятно, 120 микрон, а ММ это 15. Вот на это потом можно будет красить ММ или нет? Вот. Можно. Важный нюанс. So you saw the application, very simple application. Takes 30 seconds to apply. То есть очень просто в применении. We don't touch it anymore. We don't sand it. We don't clean it. We don't do anything. После нанесения материала мы не шлифуем, не трогаем, не обезжириваем, Go ничего on не top of делаем. our primer. Мы наносим грунт. If people have a problem with 440 Express, it's because they use too much product. Yeah. So Если show есть you. какие-то проблемы с данным продуктом, это, как правило, из-за слишком большого применения. Ну, слишком много наносим. Either way too much material at once. Вот если взяли побольше на салфеточку, начали So you растирать. see- Видите, как now we have получается this грязь. paste. Yeah, and you have to We've got to try and remove it. do pressure. And what we also don't want to do is like this, okay? И не надо наносить прямо на шпатлевку и And шпатлевку. also not this, please. Пожалуйста, так не Seen делайте. everything. We just do it like I did it before, okay? То есть правильный путь применения это как раз на салфеточку по чуть-чуть и растираем. То есть они рекомендуют всегда, но после лишних шпаклевок заканчивать вот это вот Ну экспресс. нет. По сути, как бы да. Это Но, система. По сути, да. Но это как бы это рекомендация. Технология, То есть, опять же, при применении тонкослойных грунтов. То есть понятно, что если мы используем толстослойный грунт, то мы все там и корки, и рисочки мы зальем. Но опять же, это делает как бы, ну, изолирует наш участок, и грунт шпатлевка не подвпитывается. То есть когда грунт носишь, он не будет это сухой, да, такой? Он не проваливается. Обычно карта образуется, он говорит maps, это карта образуется, то есть получается пятно сухое. Да. То есть когда ты наносишь мокрый слой грунта, в итоге у тебя появляется такое пятно обводящее, да, всегда, потому что впитывается. Если ты применяешь это, то пятна не будет, соответственно, слой грунта может быть тоньше. So I would say we see how it works. Сейчас мы покажем, как это работает. А сколько времени сушится эта история? 15 минут. So this is the first half layer. I just do it. Первый половинка как бы слой, но уже видно, что на шпатлевке мы сразу видим, да? Слушай. Да. So this is 1.5 layer, just a 1K product, not very thick, okay, very thin. And we will see what happens. Полтора слоя тонкого грунта, и сейчас мы посмотрим, что будет у нас происходить. With this is not the type of product that we're going to use for 440 Express. So let's have a look at the 440. Can we see the difference between one and the other? Боди есть подобный. So here we need one more coat, maybe two more coats. Here maybe one more coat. So this is the difference that the 440 makes in the application. Right, so here we can see the effect of the 440. Риска? We need at least one more, two more coats here. Maybe we get away with one more coat here because we sealed the surface. We can see that this is a different color. Why? Because it's soaked the salt. То есть вы можете здесь видеть разницу, да, по цвету даже, по тому, как выглядит. То есть здесь у нас грунт подпитался, и нам нужен еще один слой грунта. А здесь, так как мы пленочку создали, то необходимость в добавлении грунта нет. Как-то так. Но он, видишь, он все равно не заполняет, получается. Естественно. О том и речь, что поверхность все равно должна быть Готовое. правильно подготовлена. Он исправляет. То есть если мы посмотрим, Это очень реально крутая история, если ты, вот я говорю, как новый продукт, у тебя пятнышко. Если ты красишь обычной системой, это не победишь нифига. Да. То есть они начинают грунтоваться эпоксидником, в итоге потом эпоксидник все равно бывает. да, И так далее. это здесь именно ты в мокре. Вот, в мокре при небольших повреждениях. Sorry, this is also very good on plastics. On plastics. Также очень хорошо на пластике. When we have a bumper, we have braided the bumper and we get these. Когда мы шлифуем бампер, у нас furriness comes out of the bumper. начинает Very difficult to get flat.
Да. So we apply 440, wipe it over the bumper, Мы также протираем ремонтное primer, место. and you get this. So this is with 440, and this is without 440. То есть он как бы On a plastic заглаживает вот bumper, эту just with an ворсу. aerosol primer. So here you can see all the furry bits. Показывай. Is есть, here, ну вот, на- 440 flat. Нормально, нормально. То есть здесь вы видите вот как раз с 440 без, и вот можете посмотреть вот как раз ворсы. So that's all the fibers. This is with the 440, flattened it all off. То есть So он we много- save primer. We save a lot of primer. Мы опять же экономим грунт, экономим время на подшипнике. Там такого наполнения не будет. Это именно когда мы взглядом мы не видим, да, порты, вот микрофоры. So actually this works on anything that is absorbed. По сути работает на всем, что как бы So people use it on carbon fiber, for example. на волокне, Carbon fiber is like a honeycomb. You look under the карбоновом microscope, волокне. it's full of holes. So an application of 440 on here. Mercedes in the UK, the Mercedes Formula One, they use this Mercedes product. Формула-1, They use this product. After every race, that car is painted. Mercedes. после каждой гонки автомобиль красится. And they use this, why? Because they save one coat of primer. И они используют эту штуку, потому что And that экономят. weighs 80 grams or whatever it is. So they save weight. Чтобы сохранить вес, так как на машине имеется в виду. Просто это не для I наших. can't tell you because you have to pay them £150,000. Нет. What this is resin. So we've got this layer of resin on the top, which is acting like an isolator. So it also works for bare metal. Он больше наш По сути, это So here we работает have как изолятор. 440 and no 440. Здесь на металл нанесен 440. Only because of the resin that's in here. Right? So we've got a layer of resin on top. Он We're not filling создает anything, we're тонкий just слой sealing it. смолы сверху и, соответственно, защищает от коррозии, в том числе и металл. We have this in big bottles too. Some people use this on where there's bare metal on the car. We put it on the 440 on the car, put the car outside. То есть 1, 2, 3 days, bring the car back inside, sand, apply. где-то поврежденные места или очищенные элементы до металла мы можем нанести данный продукт на металл и выгнать автомобиль на улицу. После того, как выгнали обратно, шлифанули и приступаем к нему. We have people, they use this on wood. Люди используют также на дереве. So when they're making furniture or speaker cases where they want a very, very, very high gloss, black for example, they use the 440 Express to fill the grain, any small holes or something that's in the grain, 440, put my primer on top, it's completely flat. I get very high gloss. То есть Very, при very покраске deep. дерева используют тоже, в том числе как изолятор для заполнения мелких каких-то там, и получают Very interesting product.